Приветствую вас на канале ScalpStation. Решил наконец снять видео о сервисе с описанием возможностей и тем, как им пользоваться. Начнем с истории. Пару лет назад я начал торговать на Binance, и мне очень неудобно было переключаться между разными окнами TradingView, там Binance, где-то на Сискальпе, чтобы найти что-то подходящее. Я тогда не умел понимать таймфрейм больше 5 минут, поэтому сделал для себя сервис быстрого анализа текущей ситуации. Основной вид был волатильность за 5 минут. Считается просто: максимальная цена минус минимальная цена делить на текущую цену. Остальные сортировки я добавил, исходя из стратегий разных ютуберов. Поторговав несколько месяцев, я выгорел, так как по натуре игрок, и через пару часов у меня начинался тильт и просто лудомания. На какое-то время я забросил торговлю и переключился на DeFi. Фармилки, Play to Earn. Когда эта тема ослабла, я вернулся с новыми идеями о том, как не смотреть графики часами, и начал зарождаться платный функционал. Основная его идея — сделать так, чтобы можно было заниматься своими делами или даже торговать, при этом в случае какой-то активности быстро активизироваться. Начнем с бесплатного функционала, с базового. Сначала мы видим, что у нас есть, как везде, разные интервалы, они же таймфреймы. Можем на 5-минутку переключиться. Здесь у нас довольно интересная движуха последние пару дней, но мы не будем на ней сильно акцентировать внимание. Видим несколько вариантов просмотров. Основной — это топ-9, 9 монет отображается. Он доступен всем. Топ-16 доступен тем, кто зарегистрирован, топ-25 тем, у кого про тариф. Топ-25 на самом деле имеет смысл смотреть, если у вас 4К монитора, а лучше телевизор. Топ-16 это если вам не хватает 9. Мне лично хватает 3, поэтому я сижу на 9. Самое главное — это сортировки. Я пользуюсь 5-минуткой все время практически, и еще Daily Extra. Сейчас расскажу про них подробнее. 5 минут — это самая волатильность за 5 минут. Чем она больше, тем лучше. Я стараюсь не торговать меньше 2,5%. Вот здесь у нас подсвечиваются эти значения некоторых индикаторов. Их можно включить и выключить в настройках. Здесь мы видим 3,83% за 5 минут. То есть на самом деле хорошо падает ЛПТ. И, собственно, этого достаточно для того, чтобы войти. Ну, мы попозже, на самом деле, еще посмотрим на монету подробнее. Пока разберем дальше. За 15 минут, это у нас та же самая волатильность за 15 минут, если вы торгуете по 5 минуткам, например. Daily Extremum — это очень важная сортировка для тех, кто торгует пробои. Так она показывает близость монеты к дневным уровням. Например, вот здесь мы видим, что STMX приближается. Здесь вот Доги вообще долго уже начал флетить возле уровня. Ну, есть вероятность, что он все-таки пробьет через какое-то время. Особенно учитывая, что у нас Боллинджер все еще расширяется, хотя немножко уже стабилизировался. Но посмотрим, как дальше будет. То есть фактически, если вы торгуете пробои, это одна из основных сортировок, которые вам нужно использовать. Трейдс и Volume — это основные сортировки, чтобы просто посмотреть рынок. Трейдс — это где тусуются в основном роботы, где большая активность по количеству сделок. А Volume — это сортировка, где основные деньги. GTrade и GVolume — это степень изменения цены вот за последние 15 минут по сравнению со средней, которая за 3 часа. Это имеет на самом деле смысл, если у нас довольно пассивно монеты себя ведут, рынок, и они тогда на самом деле могут отрабатывать. Сейчас это не очень отрабатывает, хотя вот мы видим, в принципе, даже есть. Но у этих двух сортировок очень частые ложные срабатывания, поэтому они не очень для меня, по крайней мере, полезны. Я так на них посматриваю, но не смотрю постоянно. Обращу также внимание на вот эти желтые линии.
Желтые линии – это некий аналог линейки, который позволяет быстро оценить изменение цены. То есть мы можем понять, что вот это вот большое движение – это вот довольно много. Каждая желтая линия вверх и вниз от текущей цены на 3%. То есть здесь мы видим, что на процентов 30 практически цена сходила вверх. Вот, очень много. Там чуть ниже, ну, вот здесь сейчас все волатильно на самом деле. Вот здесь, например, Лина, мы видим, что за последнее время она сходила, ну, вот буквально на 3%, то есть она не очень волатильна была. Ну, она хоть плавно двигалась, но фактически мы видим примерно сразу. И также можем очень легко определить потенциал, сколько мы процентов можем взять, если мы возьмем, например, до уровня. Мы видим, что до уровня у нас здесь порядка 6% до дневного хая. Дальше давайте переключимся на какую-нибудь монетку. Ну вот, например, на Лину. Кликаем по графику и видим много графиков. Основные графики это спот и фьючерс минутки. Дальше есть более старшие таймфреймы, можно переключать. Я когда захожу, на всякий случай смотрю спот, вот это да. Хорошо, кто-то мог. Ну на самом деле здесь не такая большая разница, но смотрится красиво. Можно посмотреть, оценить, как минимум тренд часовой. То есть, если у нас часовой тренд на рост, то естественно, что мы торговать в шорт здесь не будем. Ну, по крайней мере, очень будем стараться не торговать. А, Вот вы видите здесь у уровней надписи, вот со звездочкой это дневные максимумы, минимумы. Четырехчасовик – это уровни четырехчасовой. Где-то есть еще дневные, есть часовые. Это вот подписи, особенность про тарифа. У обычных пользователей подписи нет, уровни есть, но фактически вам нужно самим примерно прикидывать, насколько они актуальны. Но так как показывает всегда более старшие уровни, особо это не имеет большой проблемы, потому что все равно там на минутке вы меньше, чем 15-минутные таймфреймы не увидите. На 15 минутке меньше, чем часовые не увидите. Дальше мы посмотрим на стаканы. Стаканы здесь простые, так же как и лента сделок. Лучше пользоваться все-таки специализированными терминалами типа Сискальпа, Гертрейда, в которых стаканы все-таки оптимизированы. Здесь они простенькие, главное показывают, если есть большая заявка или там плотность, опять же, заявок достаточно больших, чтобы понять и оценить, насколько много, например, покупателей рядом с ценой или там продавцов. Ам, да, большие заявки подсвечиваются. Сумма здесь в долларах. Также видно отклонение процента от цены. И мы здесь видим, что достаточно большой спред. Это уже, считай, 0,2% мы теряем только если будем входить по рынку. Лично я торгую в основном по рынку, поэтому мне это очень актуально, я смотрю на эти цены. Сначала, естественно, спот идет, потом фьючерс. Фьючерс, стакан на самом деле больше информационный, потому что большие заявки на нем не очень сильно работают, точнее, я бы сказал, вообще не работают. Лента сделок здесь упрощенная совсем, она показывает нам, что за последние 5 минут более активные продавцы, сумма опять же в долларах, количество сделок мы видим, что тоже достаточно много. Но если вы посмотрите на 15 секунд или 5 секунд, мы видим, что уже как будто немножко выравнивается баланс, и даже 30-секундный. Поэтому, может быть, сейчас цена еще чуть-чуть вверх пойдет. Учитывая еще часовой тренд, мы можем пойти дальше. Так, что тут у нас есть? Давайте дальше посмотрим. Дальше есть графики биткоина, так как он у нас все-таки основной поводырь.
И если он начинает какое-то активное движение, то ну, надо смотреть, либо выходить, либо просто следить, пока оно упадет, если мы попадаем в тренд. Ниже у нас находится 3 графика из активной сортировки скринера. Это удобно. Раньше было, ну и сейчас на самом деле тоже удобно. Просто с Pro тарифом есть возможность на них даже не смотреть. Эти сортировки, если мы, допустим, торгуем активно, заторговались, что-то забыли, и чтобы не переключаться на скринер постоянно, мы быстро пролистали вниз, посмотрели, не появилось ли какого-то нового лидера. Если появился, то мы быстренько переключаемся на него. И ниже у нас расположены монеты, на которые можем переключиться. Например, кто-то нам в чатике, если вы в группе торгуете, говорит: "О, смотрим Coin98", мы быстро заходим и видим, что у нас там Coin98, какая-то активность, и думаем, что с ней сделать. Вот, собственно, про страницу монеты, наверное, все. Расскажу про полосы Боллинджера, как я по ним торгую. Есть у меня две основные стратегии по ним. Если полосы начинают расширяться, вот когда мы доходим до полосы, и она начинает расширяться, то я захожу по тренду. Чем сильнее она расширяется, тем лучше. И до уровня, когда она перестанет расширяться. То есть мы видим, что она перестала расширяться. Вроде бы она еще растет, но снизу она уже не падает. И это означает, что уже тренд замедлился. Здесь, скорее всего, пора выходить. Иначе она либо будет флетить, либо падать. Это первая стратегия. Она более профитная. А вторая стратегия, она работает, если мы, подойдя к полосе, не видим ее расширения, то можно зайти против тренда. Ну, точнее, против Боллинджера, отбой. А так, естественно, мы желательно по тренду, потому что если мы пойдем против тренда, то, скорее всего, словим стоп. Здесь мы видим, что все отработало нормально, хотя, конечно, было вот прям видно, что у нас средняя чуть-чуть все равно вниз, но Боллинджер все-таки отработал нам до верха. И на самом деле там пару процентов. Но это очень большой таймфрейм, 15 минут. Это я просто для примера показываю. На минутках это все, конечно, нагляднее видно. Просто надо искать конкретную монету, где это работает. Поэтому я просто объяснил две свои основные стратегии. Наверное, на этом здесь все. Также, когда вы переключаетесь по монеткам, они отображаются в заголовке в истории. Это бывает удобно, чтобы вы могли быстренько посмотреть монету, которую до этого торговали. Вдруг там что-то там продолжилось, потому что обычно какое-то движение идет, потом небольшая пауза, может быть, потом снова какое-то движение. И можно посматривать. Если вы запомнили цену, вы можете на нее ориентироваться, насколько быстро она меняется, там и уже, по сути, даже не надо больше ничего смотреть. Я, конечно, в основном смотрю на биткоин и эфириум, на их цифры, а эти цены я даже не запоминаю, я просто либо переключаюсь, либо чуть позже расскажу про уведомления, как это работает. Ну, про уровни я рассказал, что они есть разные, они подсвечиваются в зависимости от фреймов. Все, наверное, из базовых функционалов все. Есть, конечно, в настройках что-то можно включить-выключить. Например, вот эта опция фильтр по объему. Я ее хотел изначально сделать Pro, потом долго я его раскатывал и сделал бесплатный. Мы можем отфильтровать неликвидные монетки, чтобы, если вы торгуете ордерами по 10 тысяч долларов, то могли просто не видеть там, где слабые объемы. Например, я торгую, ну, там, до 1000 долларов за объем сделку, поэтому мне это не так страшно, у меня фильтры стоят по нулям. Если вы торгуете там от 5000, то уже вам, скорее всего, нужно будет, потому что словить проскальзывание очень легко, ну, вот здесь видно.
Какие здесь цифры вообще? Если 10 тысяч, вы просто словите много-много минусов. Значит, про функционал. Ну, во-первых, 25 графиков, про которые я уже упоминал. Про подписи к уровням, про которые я тоже уже рассказал. Вот у нас дневной уровень здесь есть, 4-часовой. Это дневные лои ХАИ. Есть недавняя штука, довольно интересная, это watchlist. Он из себя представляет, ну, по сути, в общем, я думаю, все знают, что такое watchlist, как он работает. Вы добавляете в него какие-то монетки и просто их смотрите. Им можно пользоваться на постоянке, можно, например, если вы смотрите брифинги Сискальпа или еще там некоторые сообщества, у нас есть такие, то вы можете себе набрасывать эти монетки и просто время от времени их смотреть. Там я смотрю, например, вот в основном 3, а остальные уже меняю в зависимости от того, что в области внимания. Например, у меня есть там еще один проект Signal Space, который собирает сигналы с телеги. И я так бегло поглядываю, вдруг там какая-то интересная ситуация, и себе ставлю заметки. Или просто купил что-то на споте и хочу посматривать. Но на самом деле сейчас такой watchlist. Я планирую здесь добавить настройку индивидуальных уведомлений, чтобы можно было игнорировать все лишние уведомления и оставить только то, что нам интересно. Например, вы там посмотрели брифинг, остальное вы даже не хотите смотреть, вы смотрите вот только то, что вам актуально. Так вот работает здесь watchlist сейчас. Самое главное, уведомления, с которых, собственно, начинался профункционал, а, и который сильно упрощает торговлю, если вы не сидите за монитором постоянно. Я вот за монитором постоянно сидеть не могу, потому что, ну, я начинаю просто входить в сделки сильно чаще, и мне проще отвлечься на что-нибудь другое, там, заниматься своими делами. Когда что-то там интересное проскакивает, я смотрю, вот я сейчас включу алерты, может что-нибудь заработает. Я смотрю, что выскочило, примерно оцениваю потенциал или вообще, если, даже не то, что потенциал, а вообще подходящие под мою стратегию параметры. И уже дальше смотрю, перехожу или начинаю торговать. Есть на данный момент 5 видов уведомлений. Это волатильность, дневной high-low и рост сделок и объемов. Они все построены, по сути, на лидере вот этого скринера. Если у нас в лидер какой-нибудь вот DMAX, если у нас в лидеры кто-то вырвался, то он появляется в уведомлении. Единственное, что там есть фильтры. Например, у волатильности за 5 минут есть граница 1,5%. Как только мы 1,5% превышаем, тогда уведомление срабатывает. Меньше, естественно, смысла нет. Я вообще, конечно, слежу, чтобы у меня, как я уже говорил, минимум 2,5% было, но 1,5 удобно, чтобы увидеть хотя бы ситуацию, вдруг она назревает. Так, Daily High Low удобно отдельно тем, что когда биткоин растет, нам лучше их отключать хаи, оставлять лои, потому что иначе мы будем ловить огромный спам. И, ну, тогда их просто отключать. Trades Grow и Volume Grow не очень для меня полезны, потому что они, как я уже сказал, создают ложные срабатывания часто и отвлекают. Но какое-то количество людей ими пользуется. Вот здесь, видите, здесь как-то объем выросли. Очень интересно, что это, к чему это может привести. Но фактически могут помочь. Я ими не пользуюсь. Ну так, посматриваю, то есть, но я их по большей части игнорирую. То есть просто смотрю на них и забиваю. Или выключаю.
Если какая-то монета залистилась, и первые пару дней она обычно очень волатильная, и там ликвидности обычно не очень много, вы можете ее включить в игнор на пару дней, чтобы она вас не беспокоила, она нигде не появится. Ни в скринере, ни в уведомлениях. Это очень удобно для тех, кто не любит такой торговать. Я, наоборот, за личные монетки люблю торговать, поэтому здесь у меня игнор пустой. Также, ну да, кстати, голосовые уведомления вы можете проверить, если что, как они звучат. Можно использовать уведомления операционной системы браузерные. Они, в принципе, удобные, но они без графиков, поэтому так, больше мониторить, если слишком много их сыпется. Возможно, в Телеграме это будет чуть лучше, если вы вы знаете, ну в Телеграме есть, что вы не можете отписаться от какой-то конкретной. Все настройки про, если что, можно отключить. Ну и не только, там, например, того же Боллинджера. Сортировки ненужные, которые вы тоже можете отключить. Все индикаторы вы можете отключить. Поставить копирование тикера, чтобы, например, можно было быстро в T-скальпе вбить монету. Не вбивайте руками, а просто нажать. Сейчас я покажу, давайте. Нажимаем, и у нас название скопировалось. Вот, примерно так это работает. Но я не использую скальп, я торгую прямо из своего сервиса. Я ее не запускаю на всех, потому что она очень опасная из-за того, что входит и выходит по рынку, а графики бывает отстают из-за того, что JavaScript все-таки он не такой быстрый, как другие сервисы, которые оптимизированные. Где-то стакан, может еще. Обычно нет, но когда какая-то активная движуха, в общем, я не хочу брать на себя эту ответственность пока, по крайней мере, я ее поэтому не включаю. Но сам я там торгую. Ну, давайте просто ради примера покажу, как это работает у меня. Вот. Ну, я вошел в шорт, но тут есть нюанс. Если я вхожу, например, по Боллинджеру от линии, то я жду до средней. На средней обычно входить не очень стоит, потому что, скорее всего, будет флэт, какая-нибудь мелкая-мелкая пила такая. И может цена, конечно, пойдет дальше, но есть вероятность, что она пойдет наверх. Поэтому на середине входить не стоит. Поэтому так, сейчас посмотрим, что у нас будет. Ну, ладно, на самом деле не будем здесь тратить время, выйдем просто. Видим, что цена пошла просто дальше вдоль средней. Вот, поторговали чуть-чуть. Еще забыл рассказать про одну фишку. Это плотности, большие лимитные заявки. Она почему-то по умолчанию выключена, но надо будет ее включить для... Она работает, естественно, тоже только у Pro пользователей. Вот эти вот филеты в пунктирной линии, это большие плотности, большие заявки, которые, ну, можно как-то для себя делать какие-то выводы. Здесь единственное, что никак не отмечается, по крайней мере, пока постоянная она или непостоянная, когда она появилась. Но в целом ее все равно видно, когда она исчезает, видно, когда она появляется, видно. То есть, если вы зашли в монетку и смотрите, то вы можете иметь ее в виду. Ну и также она на скринере видна. То есть это, в принципе, все видно. Так, значит, как я торгую платным функционалом, профункционалом? Ну, все просто. У меня включен вот так вот скринер, базовая 5 минут. Нет, еще на самом деле одну штуку забыл сказать. Есть фид. Что такое фид? Это, по сути, лента уведомлений, которые вот нам приходят алерты, и сюда попадают все алерты. Мы видим, что здесь, кстати, показываются метки, чтобы вы могли оценить, насколько цена отработала после того, как сработал алерт. Вот. У обычных пользователей не про первого графика не видно, то есть вы видите только все предыдущие алерты, а последние вы не видите. Но когда они срабатывают часто, это не важно. Мы видим, что здесь ETC. Вот у меня сработал алерт, я могу посмотреть, приценить. Если мне кажется, что что-то тут интересное, я захожу,
оцениваю, смотрю также тренд, ну, ЛПТ, конечно, красиво смотрится. Оцениваю тренд, например, на часовике, ну, сначала на 15, потом на часовике, и потом, исходя из этого, я думаю, что сделать. Ну, здесь, как обычно, когда показываешь, вот, чтобы все одним дублем сделать, не очень получается. Здесь мы видим, что оно вроде бы расширяется, но мы немножко уже успели, ой, не успели, опоздали войти. И сейчас, ну, мы видим, что это за биткоином пошло. Биткоин расширяется. Ну, в общем, можно подождать еще падения, на самом деле. Но придется подождать небольшого откатика, наверное. Ну ладно, вот, примерно так я и торгую. Смотрю, где есть возможность быстренько войти. То есть у меня нету такой, что кучи там аргументов в стратегии. Они есть, как бы, но они интуитивные. Я смотрю ленту сделок, смотрю, если есть стакане. Здесь мы видим на фьючах шорт, но, как я уже сказал, он не сильно работает. Вот здесь можно попробовать на отбойчик взять, так как общий тренд вверх, и, может быть, мы сможем на отбойчике что-то получить. Так, ну пусть пока думает, я пока дальше расскажу. Есть такая штука, называется счастливый час. По Москве он работает с 7 до 8. Здесь сверху надпись happy. И работают все алерты. Придется выйти. Работают все алерты, работает фид. Остальные возможности вроде бы пока не работают, но я над этим подумаю, как это можно сделать так, чтобы они включались и выключались тоже. Но вот фактически в счастливый час можно более осознанно поторговать и заработать на подписку, которая стоит, кстати, очень бюджетно, не только по моим меркам. Мне неоднократно говорили, что надо ее поднять, но пока она стоит, как вы знаете, $8 в месяц. И что там я еще хотел про нее сказать. Ну да, ну, естественно, когда-нибудь я ее подниму. Для существующих подписчиков она будет работать старая, для новых она будет там, ну, где-то раза в два, наверное, поднять ее. Но это попозже, когда возможностей про... У меня есть в планах интересная тема по трендам. Я ее пока не буду рассказывать, но она есть и про индивидуальные уведомления. Сейчас вы знаете, что есть уведомления общие для всех, но они не очень хорошо подходят. Например, я бы вообще смотрел уведомления, которые от 2,5%, ну, от 2 даже. Но кому-то нужно, например, ну, от 1, от 2, то есть вот такие вещи. Какие-то настройки будут работать. Но пока этого нет, пока это все работает вот $8, это 500 рублей. Вот, собственно, наверное, и все, что я хотел рассказать. Задавайте вопросы в комментариях, если что. Скидывайте какие-нибудь интересные, может быть, идеи, хотелки. Через 3 дня я сделаю случайный розыгрыш среди комментаторов 3 подписок в месяц, на месяц про функционала. Всем спасибо, до новых встреч!